Всем привет! Я Александр Каримов. Добро пожаловать на мой видеоурок. Сегодня я хотел бы поговорить о самых базовых вещах. Как правильно заниматься, как выработать стратегию, тактику занятий. В интернете очень много видео на эту тему. Я не претендую на истину последней инстанции, просто хочу поделиться своим опытом. Надеюсь, вам это пригодится. Итак, рассмотрим банальную ситуацию. Нужно сыграть вот такой пассаж. Что делать, если не получается по понятным причинам сыграть его? Не нужно пытаться сразу играть подобные вещи, соединив левую и правую руку. Нужно сначала разобраться, в чем причина проблемы. Сыграйте сначала пассаж левой рукой, затем отработайте штрих правой рукой, и вы поймете, в чем дело. И идея заключается в том, что нужно отделять левую руку и правую руку, что бы вы ни играли. Это может быть упражнение, либо вы разучиваете произведение, обязательно уделите хотя бы 5 минут разминки. Цель разминки, с одной стороны, это играть на 100% ваших возможностей. Также разминка помогает избежать травм. Да, это тоже важно. Вот что я советую вам сделать. Вам нужно потянуть связки мышцы пальцев. Делайте это именно так, как я показываю. Не делайте так, не вправляйте себе суставы, не ломайте кости. Вы должны чувствовать, что здесь у вас тянется мышца. Несколько таких плавных движений. Это большой палец. Теперь переходим к первому пальцу. Не забывайте, что пальцы левой руки у гитаристов называются первый, второй, третий, четвертый. Я не буду использовать указательный, средний, безымянный и так далее. Второй палец. Третий. И четвертый. Сейчас я показываю это все довольно быстро. Сделайте, как минимум 12 таких движений на каждый палец. И уже сразу после этого короткого упражнения вы должны почувствовать легкость и тепло в левой руке. Теперь перейдем к первому упражнению. Если вы начинающий, вам достаточно будет поиграть вот такой пассаж. Я специально убрал дисторшн для того, чтобы можно было оценить, что делают пальцы. При чистом звуке, даже при выключенном звуке, если упражнение выполняется правильно, вы должны слышать каждую ноту. И немножко по технике исполнения. Вы просто шагаете пальцами по каждой струне. На один палец приходится по одному ладу. Помните, что вы ни в коем случае не должны поднимать пальцы вот так по мере движения вверх. Предыдущие пальцы должны оставаться на месте до момента перехода на следующую струну. Ведущий палец – это первый палец. Четвертый палец прижимает. Немножко поднимаем первые пальцы и начинаем упражнение заново. Старайтесь всегда руку по возможности держать расслабленной. Не нужно чрезмерно напрягать. Помните, вы не должны нажимать, давить на струну. Вы должны просто ударить, как молоточком. Если вы немножко более продвинуты в техническом плане, я предлагаю вот такое упражнение.
Как вы видите, оно немножко сложнее, поскольку содержит более активное использование техники легато, да, или в английском языке это hammer, удар пальцем, восходящее легато, удар пальцем на лад, и pull-off, сдергивание пальца. Первый палец всегда прижат на нужном вам ладу. Я выбрал играть в третьей позиции, вы можете играть на пятой, на седьмой позиции. Помните, что чем ближе к первому ладу, тем сложнее. Первый палец все время прижимает струну, тогда как четвертый, третий, второй пальцы играют хаммер и пул. Вот в таком порядке. Затем мы переходим на следующую струну, ударяя мизинцем на последнем ладу у второй струны, и сразу же ставим указательный палец, срываем мизинец и продолжаем упражнение. Старайтесь играть каждую струну хотя бы 2 раза, то есть сыграйте 2 фразы. Раз, два, раз, два, раз, два и так далее. Если к концу упражнения у вас очень устает рука, значит, рука недостаточно окрепла, либо вы плохо разминаетесь. Старайтесь убавить немножко темп и играть расслабленной рукой. Двигаемся дальше. Если вы не новичок, вам подойдет вот такое упражнение. В его основе аппликатура, так называемая аппликатура по 3 ноты на струну для натурального мажора. Их всего 7. Если вы посещаете мои уроки, вы их должны знать. И это упражнение очень напоминает стиль игры Джо Сатриани. Показываю медленно, затем объясняю. Внимательно следите за руками. На каждой струне я играю 7 нот, начиная с 5-й струны. Аппликатура может быть любой. Ну, давайте возьмем натуральный мажор. На 6-й струне я играю тон, тон. Дальше перехожу на 5-ю струну и внимательно извлекаю первую ноту медиатором и играю раз, 2, 3 ноты вверх, обратно 4, 5 и вверх 6, 7. Еще раз. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И так каждую струну вниз. Помните, что правую руку мы используем минимально, только для того, чтобы извлечь первую ноту. Вот еще раз. При необходимости вы можете отрабатывать это движение на каждой струне отдельно. Например, 6-я, 5-я, 4-я и так далее. И при должном отношении к этому упражнению, через некоторое время вы без труда сможете играть вот такие фразы. Следующее упражнение больше относится к теме работоспособности и выносливости левой руки. Я сначала покажу вам короткий пассаж, затем объясню подробнее. И так далее, в таком духе. В основе этого упражнения фраза заимствована из классической музыки эпохи барокко. Представим, что у нас с вами 3 ноты. Допустим, ля, си и до. Мы будем играть ноты в такой последовательности. Ля, до, си, до. Ля, до, си,
до. И отрабатывать подобные упражнения лучше всего используя хотя бы 3 комбинации пальцев. А именно, самая простая, как правило, это вот такая позиция, 1, 2, 4 палец или полутон, тон. Вот так она звучит. Обратите внимание, 1 палец должен быть все время прижат. И особенность этого упражнения в том, что если у вас нет технической подготовки, вы не сможете его сыграть продолжительное время. Этот принцип можно использовать. Постарайтесь, занимаясь ежедневно, следить за тем, что с каждым разом вы немножечко большее количество фраз можете сыграть. Лучше отсчитывать такты, да, по 4 доли в каждом такте. Например, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Вот это было 2 такта. И обращайте внимание на ваши ощущения. Как быстро у вас устает рука. При должном отношении к этому упражнению у вас обязательно будет значительный результат уже через 2 недели. Более подробно по этому упражнению я рассказываю ученикам на своих занятиях. Сейчас я только вам покажу все возможные комбинации пальцев. Это была первая. Немножко посложнее это тон, полутон, 1, 3, 4 палец. И, наконец, последняя позиция – это тон, тон. И какие пальцы использовать? 1, 3, 4 или 1, 2, 4 вы на самом деле вправе выбрать самостоятельно. И из подобных фраз в дальнейшем, когда вы уже соединяете правую руку, может получиться, допустим, вот подобные пассажи. Еще один очень важный аспект в работе над левой рукой, о котором я хотел бы поговорить, это координация пальцев. Давайте рассмотрим вот такой пример. Некоторые из вас узнали в этом пассаже первый бокс минорной пентатоники, самый простой бокс. И я играл вот такую последовательность. Опять же, используя легато с минимумом использования правой руки. Удар медиатора по 6-й струне, хаммер 4-м пальцем, удар по 5-й струне, хаммер 3-м пальцем, удар по 4-й струне, хаммер 3-м пальцем. Дальше, то есть я сыграл 3 струны. Теперь следующие 3 струны точно так же. И последние 2 в этом пассаже. Вот что у нас получается. И точно так же мы продолжаем вот эту музыкальную мысль, начиная уже с 4-й струны. И теперь я соединю обе части медленно. Не забывайте, пожалуйста, про ритм. Включайте метроном или отстукивайте ногой сильную долю, потому что эффект должен быть вот таким. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ну или 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. То есть важно, где находится сильная доля. Попробуйте такое упражнение отработать также и с другими боксами минорной пентатоники.
Вот это будет действительно непростая задача. Вот, например, возьмем второй бокс, так называемая мажорная пентатоника. Здесь мы используем совершенно другие пальцы в непредсказуемых вариациях. Особенно мне нравятся последние 3 струны. Где работают 1-й, 3-й, 2-й, 4-й пальцы. То есть такая довольно сложная комбинация. Таким образом, можно использовать боксы минорной пентатоники для похожих упражнений на координацию пальцев. Обязательно играйте похожие упражнения с использованием всех позиций минорной пентатоники. Не задерживайтесь на первом боксе. Помните, что гамма — это прежде всего определенная последовательность нот, определенное высотное соотношение нот, а не какие-то схемы, рисунки на гитарном грифе. Аппликатуру удобно использовать прежде всего для удобной постановки левой руки. Пожалуйста, не путайте понятия гамма и аппликатура. Здесь мы используем аппликатуру для того, чтобы эффективно упражняться над левой рукой. И на этом я хотел бы закончить краткий обзор по левой руке. Надеюсь, та информация, которую я рассказал сегодня, вам пригодится.